конца 2021 года я сменил больше 20 локаций в 7 различных странах мира, исключая Россию. И все это время не переставало работать, за исключением нескольких недель отпуска. Вот здесь ты где-то можешь увидеть картиночку с примерным списком моих перемещений. В чем суть? Такой образ жизни называется новым модным словом workation, а людей, которые активно таким образом жизни живут, называют digital nomads или цифровые кочевники. Об этом сегодня и поговорим. Все, что я расскажу, основано на личном опыте, и расскажу я сегодня, собственно, в чем плюсы и минусы такой движухи, кому стоит, а кому не стоит, наверное, становиться цифровым кочевником и заниматься воркейшеном, как самому стать цифровым кочевником, какие первые шаги, по крайней мере, для этого надо предпринять, и даже раскрою такой щепетильный вопрос, как сколько вообще стоит такой образ жизни, на нашем примере. А чтобы сделать этот выпуск необычным, придать ему такой семейной ламповой атмосферы, в процессе видео также будете видеть фотографии из различных мест, где я побывал и что поснимал. Забавно то, что я в соцсетях особо не сижу, поэтому эти фоточки нигде не были опубликованы, поэтому, собственно, для тебя эксклюзив. Все будет как в старые ламповые времена фотоальбомов, когда фотографии были в единственном экземпляре и показывались где-то там на сибитых сборищах. Путешествие мое, к слову, до сих пор не закончено, и я нахожусь в Аргентине, но давай обо всем по порядку. Привет, я Артем Галухин, это на канале Кубеск, о плоти здравого смысла и залежах полезного контента для взрослых. И сегодня разбираем workation и digital nomадизм. Погнали! Workation – термин молодой, новомодный, обозначает совмещение работы и путешествий. Другими словами, это как в инфо-цыганских клипартах, когда ты на пляже, в шезлонге валяешься не просто так и чилишь, а валяешься и чилишь с ноутбуком, работая в это время. Спойлер, работать так неудобно. Во-первых, надо прятаться от солнца желательно, особенно если находишься в каких-то таких очень южных странах. Во-вторых, не видно ничего будет в мониторе ноутбука, потому что слишком яркое солнце. В-третьих, песком можно уничтожить ноутбук, а соленой водой можно его уничтожить еще быстрее. Я к цифровому кочевничеству пришел довольно осознанно, то есть узнал про то, что есть такая движуха, и решил, что я хочу к ней присоединиться. Мы с Леной, моей женой и с автором этого канала, ездили раньше на зимовки, и вот на одной из таких зимовок в Таиланде мы сидели и грустили, что нам нужно возвращаться в Россию, чтобы работать, и мы не можем просто взять, вот захотели и остались там. Самое главное, о чем мы тогда договорились, это о том, что мы будем осваивать удаленные профессии, так как это очевидный первый шаг к тому, чтобы жить в формате цифровой кочевник. Кстати, это было еще до ковидные времена, не было еще такого прям хайпа на программистов, зарплаты у них в космос еще не улетели, но тем не менее один из вариантов работать удаленно был как раз стать программистом. Именно его я и выбрал. Лена уже занималась дизайном, ей просто надо было немножко переформатировать себя на более такой глобальный рынок. Но я тогда еще думал, что работать на дядю я не буду, что буду фрилансером на биржах там, или работать с какими-то постоянными заказчиками и делать им сайтики там на потоке. И если вдруг ты уже прямо сейчас загорелся жить таким форматом, но не знаешь, с какой удаленной работы начать, то у нас на канале есть аж 2 часа 3 видео, где мы разбираем прям все возможные, наверное, удаленные работы, по крайней мере, самые популярные из них, которые есть на данный момент. Но, конечно, workation — это не только удаленная работа. Удаленная работа — это только базис. Что же тебе понадобится для того, чтобы жить в таком формате? Во-первых, и это довольно очевидно, желательно бы знать какие-то иностранные языки. По-хорошему, конечно, английский, но справедливости ради, есть страны, где английский тебя не особо и спасет. Конечно, в сфере туризма более-менее везде, наверное, понимают английский, но, например, если вдруг ты знаешь испанский, который почему-то в России не сильно популярен, то это язык, который является вторым по популярности после китайского. И много где в мире он тебе вполне поможет. Кроме языка, очень важны навыки путешественника. Если ты никогда дикарями особенно не путешествовал, то, возможно, стоит хотя бы разок попробовать, чтобы понять, через что нужно пройти, когда ты выезжаешь за границу своей страны и оказываешься в довольно необычных для себя условиях. Все переносят это, конечно, по-разному, но навык решать проблемы, с которыми ты сталкиваешься, он очень будет полезен для того, чтобы жить в формате workation. Третий пунктик, который желательно бы иметь, это некое понимание умеренности и самоорганизованность. Понимание того, куда ты поедешь с чемоданчиком, а куда ты поедешь с маленьким рюкзачком у себя на спине, оно приходит с опытом. И как вообще уместить всю свою жизнь в рюкзачок, это тоже такой скилл, который
нужно развивать. Но в целом стоит понимать, что если ты хочешь двигаться активно, то тебе нужно иметь как можно меньше вещей с собой. То есть минимализм здесь будет прям ключевой идеологией. Если же ты хочешь жить подолгу в различных местах, но с максимальным комфортом, то, наверное, стоит взять все удобные для себя и нужные вещи, и пусть это будет дополнительный чемодан, но пусть лучше он будет. А сейчас же давай разберем, какие есть плюсы и минусы у такого формата жизни. Для меня самый главный плюс, он связан с тем, что у меня просто была когда-то поставлена такая цель совершить кругосветку, и плюс, соответственно, в том, что я могу это сделать, не отрываясь от работы. То есть мне не надо копить какую-то кучу миллионов, чтобы потом там год или два кататься по миру. Вместо этого я могу параллельно делать и работать, жить обычную жизнь и смотреть разные страны. Конечно, здесь очень важно подгадать с визами, то, чего мы в свое время не сделали. И в противном случае ты в какой-то момент понимаешь, что чтобы через Бали добраться тебе до Аргентины, тебе нужно лететь аж через Катар, вместо того, чтобы напрямую махнуть через Тихий океан. Потому что там тебе нужна либо американская, либо австралийская, да, наверное, и все, виза для того, чтобы пересаживаться. Потому что основные рейсы летят через эти страны. Второй очень важный плюс, особенно важный для тех, кто любит динамичную жизнь, это, собственно, возможность жить максимально динамичным образом. Я, например, за времена ковида очень сильно заскучал, как и, думаю, многие из тех, кто любил периодически выбираться в путешествие, и поэтому, как только в конце 2021 года был открыт Таиланд, я прям был рад умчать туда, в любимый Бангкок, ну и в любимые местечки другие. Третий плюс — это то, что если ты путешествуешь, когда ты путешествуешь, ты очень-очень сильно расширяешь свой кругозор. Причем расширяешь его не читая какие-то книжки или там просматривая фильмы на BBC, а реально своим умом и своим опытом анализируя жизнь, анализируя мир. Видишь другие страны, как живут там люди, анализируешь какие-то местные традиции, обычаи. В общем, это очень интересно, и если тебе нравится такой культурологический аспект человечества, то путешествие — это вообще must-have. Особенно путешествие с проживанием долгое время в различных странах с каким-то погружением в культуру. Четвертый плюс — это то, что путешествие и даже приключения, наверное, это хорошая возможность вырасти над собой. Ты получаешь постоянно новый опыт, как-то проходишь различные такие испытания, иногда они веселые и радостные, там, иногда они не очень веселые, не очень радостные, там, у кого как бывает, но перешагивая через них, ты растешь. Очень хороший вариант поиметь много опыта и маны. Да. Ну и пятый плюс, который для многих, наверное, будет самым решающим, это появление новых возможностей. Причем возможностей не только в плане там, удаленной работы, да, когда вы можете себе позволить найти работу в любом конце света, но и возможность жить в любом конце света. То есть если ты не любишь зиму, например, и тебе холодно, а тебе это не нравится, то ты можешь взять и приехать в ту страну, где прямо сейчас тепло. Или где тепло всегда, где, например, есть море, которого у тебя нет, или где есть лес, или где есть горнолыжка. Ну, в общем, все что угодно можно выбрать прямо сейчас. Земля, она круглая, разная, и можно найти все, что тебе может быть по душе. У меня, например, в прошлом году было аж 3 весны. Одна в Турции, одна в Грузии и одна в Аргентине. Причем аргентинская весна была в ноябре. Вот. Шестой плюс — это возможность разнообразить круг своего общения. Я часто замечал и раньше, что чем в более необычных условиях ты оказываешься, тем более, наверное, близкие по духу с тобой люди оказываются в этих же условиях вместе с тобой. Иными словами, если ты путешествуешь и взаимодействуешь, например, с теми же русскими, но в других странах, ты понимаешь, что в них есть что-то общее. Проще говоря, на Гоа ты встретишь одних людей, на Бали ты встретишь других людей, там в Таиланде, на Пхукете где-нибудь третьих, а в Аргентине вообще четвертых. Кстати, о круге общения. Мы тут решили отметить 500 подписчиков на канале и сделать подарок и тебе, и себе. Поэтому у нас теперь есть чат в Телеграме и группа в Телеграме. Только тебя там и не хватает, присоединяйся. Мы там собираем адекватный как раз круг общения. Потому что круг общения — это одна из самых основополагающих вещей в жизни каждого. И последний, 7-й плюс, который я хотел бы сегодня разобрать, это возможность познать минимализм. Это довольно интересная концепция, и фишка в том, что когда ты находишься просто дома, очень сложно ее познать. Например, я по себе помню, что все свободное время в какой-то момент я начал проводить на каком-то Алиэкспрессе, заказывая всякую ерунду, нужна она мне там или не нужна, будут это новые удочки или еще что-либо. Когда же ты начинаешь путешествовать, ты становишься сродни альпинисту, который восходит на гору. Каждая ерунда, которую ты с собой берешь, каждая пара кроссовочек, каждая кофта — это что-то, что ты будешь постоянно с собой таскать, постоянно собирать, разбирать в вещах, и оно становится для тебя обузой. И через некоторое время в таких путешествий ты начинаешь немножко по-другому смотреть на жизнь. Плюс еще заключается и в том, что чем меньше вещей ты покупаешь, тем больше денег ты экономишь, и тем больше у тебя их возможностей потратить на развлечения, например. Серег, тормози меня! Но, разумеется, все не так радужно. Раз есть плюсы, то есть и минусы. И давай пробежимся по ним тоже.
Первый и самый мощный весомый минус – это тяжело. Это действительно тяжело. И если ты не тот человек, который может вот так вот постоянно решать проблемы, то, возможно, не для тебя такой образ жизни. Я сначала написал, что ты привыкаешь, и для тебя проблемы становятся все менее весомыми, но Лена меня поправила, потому что часто она именно решает эти проблемы, что к проблемам привыкнуть невозможно. Они все время становятся, они остаются все такими же тяжелыми, а в нашей, например, ситуации у нас добавились еще и новые проблемы в связи с тем, что мы решили остаться в Аргентине на подольше, плюс порешать тут еще какие-то вопросики. В общем, будь готов к тому, что проблемы будут самые необычные. Как решать их? Ты, может, сможешь найти, а может и не сможешь. Возможно, такой информации просто не будет в интернете, до тебя не решал никто этих проблем, и придется все решать самому, на ходу, возможно, без знания языка. В общем, тот еще образ жизни. Боже, помилуй. Второй минус, который тоже такой весомый, скажем так, это то, что у тебя нет логова. Когда ты постоянно перемещаешься с места на место, ты начинаешь чувствовать себя в какой-то момент вообще бездомным, особенно если мотаешься из гостиницы в гостиницу и вместе не останавливаешься дольше, чем на неделю. Бывает, что просто развернешь чемодан и даже вещи из него особо не достаешь. Если же останавливаешься в одном месте на подольше, то уже вполне можешь назвать это место домом и становится чуть попроще. Мы уезжали из России еще до начала войны и в тот момент воспринимали наш домик под Питером как логово, но так получилось, что в процессе началась война, и мы поняли, что для нас пути назад нет. Пришлось быстро как-то перестраиваться на новые рельсы, закрывать ИП в России, и вот эти вот все, в общем, проблемы решать тоже. Да ты чё? Третий минус – это обратная сторона минимализма, и отчасти как раз тоже предыдущий минус с отсутствием логова сюда попадает, это то, что у тебя нет возможности обрасти вещами. Иногда может просто хотеться какую-нибудь вещь иметь. Вот, например, там стоит MIDI-контроллер, который я себе купил только перед отъездом в Аргентину. И купил-то, в принципе, потому что понимал, что тут дефицит. Но и позволить себе его таскать ради того, чтобы побаловаться пару вечеров в месяц, например, я не мог. Если бы я просто жил дома, стоял бы он и стоял, да. Не было бы такой проблемы, что его надо с собой таскать. И для кого-то такой минус на самом деле может быть очень весомым. Четвертый минус немножко раскрывает первый минус о том, что жизнь в путешествиях полна тягот и лишений. Тебе постоянно нужно планировать свою логистику, постоянно нужно планировать, где останавливаться. И я уж молчу о том, что когда твои карточки превращаются в тыкву, и ты на них не можешь ничего себе купить за границей, кое-как у тебя получается выпустить себе, например, турецкую карточку, а она не работает на половине сервисов и не сильно решает твои вопросы. Приходится, в общем, вертеться. В общем, в последний год все вот эти проблемы умножай на 10, и если ты не успел в каких-то первых рядах, например, прибежать в Турцию, выпустить себе карточку, тебе станет сложнее. Если ты не успел приехать в Грузию и открыть, например, ИП, тебе станет сложнее. А может быть, ты успел выпустить, и тебе уже ее заблокировали. В общем, проблемы прилетают оттуда, откуда их и не ждешь в последнее время. И давай перейдем к пятому минусу. Он связан отчасти с самим форматом удаленной работы. Это то, что тебе нужно постоянно работать за компьютером. Если, например, ты привык к какому-то более активному образу жизни, возможно, сидеть по 8 часов в день, утыкаясь в ноутбук, будет для тебя тяжело. А второй минус здесь заключается еще и в том, что сам формат постоянных переездов подразумевает, что ты не будешь с собой таскать системный блок, мониторы какие-то, которые тебе могут нужны быть для работы, а ты будешь носить с собой ноутбук, максимум будет 17-дюймовым И работать за ним в некоторых ситуациях тоже может быть отдельным видом сложности. Минус шестой, немножко провокационный, это опасность и сложности путешествий. Если ты познаешь мир только через телевизор, то очень легко может показаться, что везде в мире опасно, тебя только и ждут, чтобы убить, ограбить и, захватить в рабство на органы. Единственное безопасное место в такой ситуации – это твоя квартира, твой максимум двор, и дальше них лучше не путешествовать. Да и нечего там делать. Лучше России нет. Есть, конечно, некоторая доля истины и в этом, но если в целом путешествовать по каким-то не совсем диким странам, в которые в адекватном состоянии ты и не захочешь, скорее всего, путешествовать, тем более для воркейшена, то важность этого минуса слишком преувеличена. Не все так страшно, люди везде люди, и наоборот, на удивление, в некоторых странах можешь обнаружить, что люди гораздо добрее и отзывчивее к тебе могут быть, чем даже у себя на родине, даже несмотря на то, что ты можешь, например, не знать их языка. Есть тут еще такой тонкий момент, связанный с медициной. В разных странах она разная, уж оценивать ее, хорошая она или плохая, это дело такое неблагодарное, и оно требует некоторого наличия опыта большего, чем мой. Но надо быть готовым к тому, что не везде в мире медицина будет хорошей, не везде она будет работать так, как ты ее себе представляешь, и надо быть к этому готовым,
И лучше изучать все это заранее. 7-й минус заключается в том, что не везде в мире ты можешь найти для себя комфортное место для работы. И здесь есть две стороны у этого минуса. Первая заключается в том, что ты банально можешь не найти интернета, и если ты находишься, например, в Непале, в Гималаях, ты к этому более-менее готов, то, находясь в технологичном Бангкоке и понимая, что твой интернет не позволяет тебе совершить даже банального созвона в Zoom, ты можешь быть немножко удивлен, скажем так. А вторая сторона вопроса, она еще более сложная для решения. То есть, например, если вы путешествуете вдвоем и вам нужно 2 рабочих места, плохая новость в том, что даже одно, скорее всего, вы не найдете, как бы вы ни искали жилье. Потому что жилье, которое сдается там на короткий срок, оно обычно сдается для туристов, а туристы не часто ездят там с ноутбуками и ищут себе компьютерное кресло, подъемный стол там или еще что-нибудь. Поэтому стоит быть готовым, что придется работать на коленках, где-нибудь в кафешках, и на что, в общем, хватит фантазии, так работать и придется. Ну и последний минус, который я еще раз хочу подсветить, потому что это в целом важно, это языковой барьер. И здесь ситуацию не сильно может облегчить даже то, что ты знаешь, например, английский язык. Потому что, казалось бы, но в мире не так много кто говорит на английском. Если нужно связать там 2-3 фразы в духе и как-то там понять друг друга на пальцах, этого хватит, но в целом приходится, благо сейчас есть Google переводчик, который прям в реальном времени может переводить даже со слов с многих языков на языки, и это облегчает как бы эту проблему. Серый волк. Все эти минусы, конечно, частично или полностью можно устранить или сгладить. Если вдруг тебе интересно, как это сделать, и вообще интересна эта тема, не совсем профильная для нашего канала, то welcome в комменты, проявляй активность, и мы будем снимать еще. Ну а с плюсами и минусами на этом давай закончим и перейдем к самой интересной и пикантной, такой довольно субъективной теме, сколько же стоит так жить. Оценку я буду давать из расчета на 2 взрослых людей, на одного будет дешевле, наверное, но не в 2 раза. Тут, конечно, стоит сказать такой банальный явный дисклеймер, что все люди разные, все тратят по-разному, кому-то бережливость не позволяет даже поесть вне дома, кто-то готовит только дома из продуктов, а кто-то себе не позволяет останавливаться в отелях ниже 5 звезд, например. И все это будет разный кошелек, разные траты, причем очень сильно разные. Нам в среднем на двоих в месяц хватает 2,5-3 тысяч долларов на такой образ жизни. И основные статьи расходов здесь на первом месте, наверное, будет жилье. Это примерно от 800 до 1000 долларов в месяц. Может быть, конечно, больше, если прям часто активно по гостиницам именно перемещаешься в дорогом месте. Может быть, поменьше, если, например, где-нибудь в Турции снимаешь жилье на долгосрок, не супер заряженное. Раньше, конечно, мы готовы были тормозиться в каких-нибудь ночлежках, как из фильма «Пляж» с Ди Каприо, если видел, наверное, помнишь. Но сейчас, особенно учитывая, что мы еще и работаем в процессе, то есть мы выбираем себе жилье покомфортнее. Желательно, чтобы, конечно, в нем были еще и рабочие места. А это и встает в те самые 800 тысяч долларов в месяц. В связи с жильем, опять же, реалии современного мира, стоит учитывать еще и то, что в популярных направлениях у русскоговорящих сейчас мало жилья, скажем так, и то, которое есть, оно приподнялось в цене. То есть, если раньше в Тбилиси можно было относительно недорого снять квартиру, то теперь ее и найти будет сложно, и снять дешевле, чем за 1000 долларов, будет тоже сложно. Следующая статья расходов – это питание. Здесь у нас тоже уходит примерно от 800 до 1000 долларов. Но тут стоит оговориться, что почти каждый день, так или иначе, мы питаемся в том числе по кафешкам, там, ресторанчикам или заказываем еду домой. У тех, кто готовит дома, эта статья расходов может быть сильно ниже, а у тех, кто, например, живет где-нибудь в Дубае, эта статья расходов может быть сильно выше, потому что там еда довольно дорогая, и кафешки сильно дороже, да и просто в магазине затариться едой будет стоить дорого. И третья статья расходов – это расходы на перемещение. Так как мы говорим о воркейшене и диджитал-номадизме, то хорошо бы и менять локации, чтобы смотреть новые и новые страны, а на это потребуется, соответственно, примерно те же самые 800-1000 долларов на 2 человек. Перемещаться ты, конечно, можешь как внутри какой-нибудь страны между интересными локациями, это может быть довольно эффективно и относительно недорого, так и между странами, там, на тех же самых самолетах, например. В среднем в 1000 долларов можно уложить в месяц не только, наверное, даже перемещение, а еще и какие-то такие интересные развлечения. Например, полетать на воздушных шарах в Каппадокии будет стоить где-нибудь 150 долларов с носа. Покататься на гидроцикле, аквабайке где-нибудь в Малайзии
за 4 часа, по-моему, тоже в районе $100 стоит. Но в целом, говоря про развлечения, самое прикольное и не требующее особо вложения развлечения в новых местах — это обычно просто пешая прогулка, когда ты идешь по каким-то кварталам, районам, смотришь, как люди живут. Это ничего обычно не стоит, а доставляет массу удовольствий. Ну, еще и полезно для здоровья. В эту сумму я не включаю расходы, например, на технику или на покупку одежды, потому что, во-первых, здесь все будет сильно индивидуально. Если ты едешь в какую-нибудь зимнюю историю, тебе нужно горнолыжный костюм и сами горные лыжи, ты потратишь огромную кучу денег. Если ты едешь в Таиланд на острова, там, на пляже, тебе будет достаточно шортов с майкой. Это все будут разные траты. Опять же, минималистичный образ жизни подразумевает, что ты можешь экономить на таких вещах и не обрастать ими просто. Ну и разумеется, данные расходы можно уменьшить как минимум в 2 раза, если прям супер бережно относиться к тратам, а то и во все 3 раза, если прям уйти в аскезу, путешествовать автостопом, не знаю, или пешком, ночевать в каучсерфинге. Ну, я не очень представляю, как в таком формате можно как бы еще и работать, но если бы я был 20-летний рубаха-парень, такой весь романтичный и прям помешанный на путешествиях, наверное, я бы смог так жить. Но я не мог. Ну, резюмируя в целом, если вам нравится какой-то более-менее такой средний уровень комфорта, нету каких-то замашек на что-то прям сверхлакшери, но и не хотите прям перебиваться подножным кормом, то на двоих цифра в 2-3 тысячи в месяц в среднем по таким нормальным, не самым дорогим странам будет оправдано. А дорогие страны — это что у нас? Америка, Канада, там, Дубай какой-нибудь, ну и Австралия, наверное, Япония. Ну, такие, в общем, супер-супер дорогие страны. Вы их все прекрасно знаете. Ехать туда с варкейшеном — это, не знаю, ну, конечно, можно, если вы достаточно зарабатываете, но, возможно, это не сильно экономически оправдано и эффективно. Опять же, было такое понятие дауншифтинг, когда, да, люди ехали в Гоа работать или на Бали и, соответственно, просто ради того, чтобы экономить деньги, жить в бунгало и ходить босиком. Если после всего, что я сейчас рассказал, у тебя все еще не пропало желание стать цифровым кочевником и жить в формате Workation, то с чего начинать? Во-первых, повторюсь, база, работа. Работа — это база. Найди удаленную работу. Напомню, если не знаешь, с чего начать в поиске удаленной работы или даже не знаешь, какую удаленную работу ты бы хотел работать, видео на канале есть, 2 часа, 3 части, все удаленные работы разобраны. Посмотри, не зря мы это снимали. Второе. Освободи себя. Если у тебя уже есть удаленная работа, и ты вот-вот готов сорваться, подумай о том, чтобы решить все свои дела у себя дома. Мы не были готовы к тому, что не скоро вернемся, поэтому, например, не сделали те же самые генеральные доверки. Вообще, за прошлый год в интернете появилась уйма инструкций для релокантов, что нужно сделать, чтобы со спокойной душой уехать там из России, например. Берешь такую инструкцию любую, действуешь по ней, и тебе не придется, как нам, ехать в Уругвай, в консульство, чтобы выпускать там доверенность. Третий шаг, и он очень важный, стоит относиться к нему серьезно. Проверь свое здоровье и поправь возможные косяки. Как бы зубной, это понятно, к нему надо желательно почаще ходить и вообще зубы держать в порядке, но желательно и просмотреть в общем свой организм, сдать анализы, как бы пройтись по тем же терапевтам, чтобы не обнаружить у себя где-то в поездке внезапно какую-нибудь болячку, которую там может быть дорого лечить, а возможно еще и, не дай бог, как бы потребуется какое-нибудь экстренное вмешательство. Следующий шаг, не стоит, наверное, сразу как бы жечь мосты, рвать когти, проваливать куда-то там в вечное путешествие. Стоит для начала просто попробовать съездить куда-нибудь на месяц, съездить на 2 месяца, съездить за одно путешествие в 2 страны за раз или там внутри одной страны покататься по разным локациям. Это все принесет массу эмоций, все те же самые эмоции, но не будет возлагать на тебя такую ответственность, что все, назад не вернусь, там. Ну, я думаю, ты понимаешь. Следующий шаг — изучай базу, лазай по форумам. Есть огромное количество информации, особенно на английском языке, связанной с диджитал-номадизмом. Там люди себе и фреймворки выстраивают, и, я не знаю, там закупают недвижимость даже в разных странах, чтобы на эти деньги потом жить и всю жизнь так путешествовать. Начать советую, например, с сайта nomadlist.com. Там, кроме самого сайта, на котором очень удобно собрана информация о разных местах, которые пользуются популярностью у диджитал-номадов, есть еще и доступ в Slack-канал. Он стоит 100 или 200, я уже не помню, долларов, но он того стоит, потому что там у тебя по всему миру будут прям по странам разбитые люди и по темам, где ты можешь закинуть любой вопрос, там, например, а как у меня там с налогами будут обстоять дела в Боливии, если я там задержусь больше, чем на полгода, и тебе найдутся люди, которые уже через это прошли, и тебе подскажут, что с этим делать. Конечно, на английском языке, но можно использовать и переводчик. И раз уж я тут чуть-чуть коснулся финансового вопроса, то следующий пункт
Надо четко понимать, как ты будешь распоряжаться деньгами. Я уж молчу, что сейчас есть большая проблема получать деньги от зарубежных заказчиков, например, в Россию, но еще большей проблемой для тебя может стать то, что тебе нужно будет оплачивать какие-то покупки, бронировать жилье и вот это вот все, особенно если у тебя нет зарубежных карточек. Но даже если они есть, у меня есть, далеко ходить не надо, пара примеров, где ребятам заблокировали карточки, которые они открывали в Грузии. Один человек был на Бали, а вторая девушка была в Бразилии. И остались по факту без карточки внезапно. В общем, стоит все это понимать, возможно, стоит разобраться в том, как работает крипта и как в разных странах, используя крипту, можно превращать там твои рубли в какие-то местные валюты. Вот, лучше все это изучить заранее, чем в процессе. Да, кстати, если ты совсем не знаешь, что такое крипта, у нас даже на канале есть видосы, не один про нее, советую начать хотя бы с них. Если все предыдущие шаги тобой уже пройдены, то осталось дело за малым, надо просто быть смелее. Да? Весь мир, ну, с одной стороны, не такое, конечно, доброе и пушистое место, как хотелось бы, но и с другой стороны не такое страшное и жестокое, как казалось бы. В среднем все люди, путешествуя по разным странам, ты понимаешь, насколько люди похожи, независимо от того, как они выглядят внешне, на каком языке разговаривают и в какого бога верят там, или не верят. В целом, если ты оказываешься в беде или с проблемой, очень многие люди, даже просто прохожие на улице, тебе в большинстве стран мира помогут. Стоит об этом понимать и не переусложнять для себя и не переустрашать все это. В целом, конечно, да, думай своей головой. Мысль нематериальна, сама по себе она не сбудется. Те, кто любят вибрировать, посылая сигнал в космос, пусть дальше вибрируют и посылают. А для тебя же важно, чтобы чего-то добиваться и начинать жить, например, в таком формате, надо предпринимать какие-то шаги. То есть не сидеть в ожидании чуда. А еще, да, не забывай, что всему свое время, не все сразу. Возможно, стоит потерпеть, потому что методичность, она побеждает у вот этой сиюминутной упоротости, когда ты сядешь сегодня за вечер, все разберешься, а больше ни разу ни к чему и не притронешься. Подводя же черту под сегодняшним видео, в последнее время я все чаще думаю, а что если вдруг завтра ядерная зима, а я даже мира не посмотрел? Как вообще можно прям на серьезных щах планировать всю жизнь наперед в нашем мире, когда сегодня у тебя эпидемия, завтра война, а какой-нибудь финансовый кризис, он там когда-то начался, я уже даже не помню в каком году, но в принципе он и не прекращался с тех пор. И смысл тут даже не в том, что жить стало страшно или страшнее, чем раньше, а скорее в том, что никто из нас не знает, сколько ему отмерено, даже независимо от всяких вот этих обстоятельств. Поэтому, с одной стороны, конечно, хочется и пожить подольше, и для этого, например, вести какой-то более здоровый образ жизни или заниматься как раз планированием, чтобы больше всего успеть. А с другой стороны, не надо и слишком все переусложнять, иначе из дома из своего не выйдешь, и ничего и не попробуешь, а потом окажется, что все, я уже слишком старый, чтобы это делать. В общем, если тебе нравится дух приключений, а ждать пенсии, еще не уверен, насколько у нас российские пенсионеры вообще путешествуют, чтобы условно путешествовать, даже если у тебя будут на это возможности, а отдыха там все включено для тебя маловато, потому что хотелось бы чего-то большего, то возможно, и именно тебе стоит стать цифровым кочевником, попробовать Workation. Все это реально и относительно несложно и делается, справедливости ради. А там посмотрим, может однажды где-нибудь на земном шаре мы с тобой пересечемся в очередной локации для цифровых кочевников и сможем даже вместе поработать и обсудить какие-то тонкости такого образа жизни. Ну а пока, чтобы обсудить все эти тонкости, welcome в наш свежеиспеченный телеграм-канал, который мы сделали на юбилейное количество подписчиков в подарок и тебе, и себе. Там мы все эти темы обсуждаем в более таком лайв-формате, с вопросами тоже, пожалуйста, залетай, только тебя там и не хватает. Ну а если видос и тема зашли, то поддержи видео лайком, напиши в комментариях обязательно, что бы хотелось на эту тему еще услышать, потому что, повторюсь, тема не профильная, но если она вызовет какой-то отклик в твоем сердце, то обязательно снимем еще и раскроем те вопросы, которые, возможно, для тебя являются самыми сложными, если ты их как минимум задашь в комментарии. И на сегодня у меня для тебя все. Я Артем Галухин, и это канал Кубеск, и до скорой встречи, пока!